Продолжается самый трагический после 24 февраля сюжет российской истории. Государство открыло сезон охоты на граждан. Граждане реагируют на это по-разному. Авиабилеты закончились на любые направления, сухопутные границы стоят в пробках, национальные республики протестуют. Но многие люди в крупных городах пока, похоже, еще не осознали новую реальность. Поговорим сегодня вновь о мобилизации, протестах и о том, что делать дальше. Очень показательна география антивоенных протестов. По-настоящему ожесточенно протестуют национальные республики, в то время как призванные москвичи покорно идут в автобусы. Последним фактом не надо обманываться. Мы видим только тех, кто идет в автобусы и кого снимают. Тех, кто отсиживается или кто уезжает из Москвы, мы не очень-то видим. Хотя в очередях-то на границе видим и в аэропорте. Но вот с протестами ситуация вполне объяснима. Для национальных республик война реально с первого дня. С первого дня российское начальство использует их как пушечное мясо. 3-миллионный Дагестан, где сегодня идут самые ожесточенные протесты, только по публичным данным из соцсетей, которые собирает медиазона, потерял рекордное для России количество солдат. 306 человек убитыми. В реальности цифры гораздо выше. Дагестан – традиционное общество с большим общинным компонентом. При таких масштабах уже у каждого есть брат, сват или сосед, который воевал, покалечился, пропал без вести или погиб. Те, кого гонят в автобусы в Дагестане, прекрасно осознают, куда они едут. Их матери и жены прекрасно осознают, что они больше своих родных не увидят. Наверное, только в Чечне опаснее протестовать, чем в Дагестане. Но дагестанские женщины проявляют просто невероятное мужество. Они натурально сражаются за своих близких, сражаются с превосходящими в разы силами бездельников с дубинками. Сражаются, осознавая, чем это может грозить в долгосрочной перспективе. Но перспектива потерять близких для них важнее, и это производит впечатление. Для Москвы пока что война – это телешоу. Люди внушают себе, что все понарошку, что сейчас их отвезут побегать на полигоне, дадут пострелять, вручат значок ГТО и отправят по домам. Пропаганда эту идею радостно поддерживает. Даже в периоды мобилизации наша пропаганда не кричит «вперед за отчизну», она успокаивает, рассказывает про 1% и равняет людей с картошкой фри. Люди в Дагестане выбирают между ударом полицейской дубинкой и смертью. Люди в Москве или Петербурге или Екатеринбурге выбирают между поездкой на сборы и гипотетическим уголовным делом. Первое им кажется безвредным, а второе – реальным. К сожалению, похоже, что столичная беспечность продлится ровно до тех пор, пока в Москву не приедет первая партия гробов. Тогда до людей наконец дойдет, что все это не шутки юмора, что через порог военкомата ты переступаешь прямиком в могилу. Судя по скорости развития событий, случится это очень быстро. Запомните простую мысль. Любой человек, который сегодня пытается вам рассказать о частичной мобилизации, о категориях этой мобилизации, о том, что если вам по ошибке дали повестку, то нужно идти в военкомат и с чем-то там разбираться, этот человек вам враг. Враг в буквальном смысле. Он хочет вас убить. Маргарита Симоньян, юрист в интервью Ксении Собчак, Артемий Лебедев, любой, кто транслирует успокоительную муть, подталкивает вас к общению с военкоматом, любой, кто говорит что угодно, кроме «скрывайтесь», хочет вас убить, сделать инвалидом или лишить вас близкого человека. Нет никакой чудовищной ошибки в том, что 50-летних мужиков с малолетними детьми и букетом хронических заболеваний гребут на фронт с обучением в один день. Бюрократической машине плевать на заявления, она их не слушает. Плевать на визги пропагандистов, она их не видит. Бюрократическая машина работает по бумажке. А в бумажке, подписанной Путиным, нет ни единого ограничения по призыву, ни единого слова о параметрах подготовки мобилизованных. Как нет этого и в разъяснениях Министерства обороны. Все, что зафиксировано на бумаге, сводится к простому указанию. Убивайте всех, Господь узнает своих. Вот вам 16 тысяч квоты на Москву, где хотите, там их и набирайте. Сейчас реклама, дальше поговорим обо всем этом еще. Хотите работать удаленно?
Сейчас это очень ценная штука, особенно в связи с последними событиями. Сама возможность работать откуда угодно, на кого угодно и в какой угодно валюте очень дорогого сейчас стоит. А если и зарплата при этом будет высокой, вообще отлично. И чтобы вам не изучать годами новую специальность, советую обратить внимание на ноу-кодинг. Ноу-код-разработчик создает мобильные и веб-приложения, сайты, чат-ботов, автоматизации для бизнеса. В общем, все, что может сделать и обычный разработчик. Это полноценная IT-специальность. Но ноу-кодер делает все это без всяких языков программирования, они ему не нужны. А зарабатывает столько же, от 150 тысяч рублей за проект. Обучиться ноу-кодингу можно с нуля всего за 3 месяца. Это вам не год обучения питону. К тому же заказчики все чаще обращаются именно к ноу-кодерам. Спрос на специалистов растет, поэтому школа CodeBreakers проводит бесплатный вебинар, на котором рассказывают, как попасть в IT с нуля и зарабатывать от 150 тысяч уже через 3 месяца. На вебинаре вы узнаете, почему ноу-код сейчас самый перспективный и быстрый путь в IT, что нужно, чтобы освоить ноу-код за 3 месяца с нулевым опытом, почему ноу-код специалистам готовы платить от 150 тысяч рублей за проект и как находить заказчиков по всему миру и зарабатывать в любой валюте. Вебинар проводит ноу-кодер и SEO CodeBreakers Анна Радзиевская. Она работала продакт-менеджером в Яндекс и Клин, запускала стартапы в США, Европе и России. Ее вебинар будет очень насыщенным и бесплатным, так что переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Это вас ни к чему не обяжет, и может через 3 месяца вы сами станете ноу-кодером. Продолжим. Сейчас может быть только одна линия поведения для мужчин, способных стоять на 2 ногах. Побег. Пока границы открыты, уезжайте легально, несмотря на очереди и проблемы. Если их закроют, то не забывайте, что протяженность сухопутной границы Российской Федерации 20 тысяч километров, половина длины экватора. Степи Оренбуржья, леса Карелии. Не вы первый. Интернет в помощь. Нелегальное пересечение границы – приключение на любителя, а также уголовное преступление. Но задавшись такой целью, сделать это реально, учитывая обстоятельства, может стоить даже это взвесить. Пока еще есть Беларусь. В прошлый раз мы этот вариант отвергали, но выяснилось, что напрасно. Несмотря на полную зависимость Лукашенко от Путина, Беларусь все еще независимое государство, с которым нет физической границы при этом. Вариант доехать на автобусе до Минска или до Гомеля и улететь дальше по российскому заграну пока выглядит вполне рабочим. А если нет денег улететь из Минска или Гомеля или еще откуда-то, можно переждать ситуацию там. Достать вас там будет намного сложнее. У Беларуси в основном нет общих баз с Россией ни по пересечении границы, ни тем более по призыву. Конечно, там могут быть какие-то отдельные инциденты, но надо понимать, что это отдельное государство. И если больше никакого выхода нет, то это намного лучше, чем ждать в России. Если уехать вообще никак, применяйте опыт, накопленный поколениями уклонистов. Навестите бабушку в деревне под Архангельском, снимите дачу за городом. В Москве, Питере и других крупных городах не пользуйтесь общественным транспортом, избегайте мест потенциальной охоты ментов и военкомов, любых массовых мероприятий. В России больше 700 тысяч врачей, наверняка есть кто-то знакомый, кто носит белый халат. Можете обратиться к нему и попросить выписать вам больничный, но чтобы на работу сейчас просто не ходить, чтобы вас оттуда не загребли. Бегать от военкомата в России – духовная скрепа. Единственная традиционная ценность, которую передают из поколения в поколение. Россия – огромная страна. Пока в перегретой баблом Москве на вас смотрят сотни камер с распознаванием лиц, в паре сотен километров от МКАДа начинается мир, где поселковая администрация может сидеть с печным отоплением, где на весь городок одна камера и та в отделении Сбербанка. Ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит от вашей решительности и изворотливости. Думайте, соображайте, проявляйте смекалку. Если вы не подписали повестку, если между вами и порогом призывного пункта больше 1 километра, значит пока вы все делаете правильно. Сейчас это единственный KPI. Скройтесь от государства, исчезните с его глаз, заставьте его поискать вас персонально. Ему сейчас не до этого, оно не найдет. Если же вы женщина, а ваш парень, муж, отец ваших детей, дядя, друг, сын или отец собрался уточнить списки в военкомате, сходить куда-то по повестке, съездить на сборы
если потянулся за повесткой или хотя бы рассуждает в эту сторону, на эту тему, используйте все методы давления и манипуляции. Скандалы, обиды, слезы, угрозы. Схватил повестку? Пусть теперь с ней и живет. Пусть она его кормит обедами и стирает ему носки. И цветы ему на могилку тоже пусть повестка носит. Кто-то может сказать, а чё, в Украине вон тоже мобилизация? Друзья, сравнивать мобилизацию в Украине и в России все равно, что сравнивать смерть насильника, которого, защищаясь, зарезала его жертва, и заказное убийство конкурента по бизнесу. Война для Украины – вопрос выживания. Украинские солдаты сражаются за свою землю и за своих людей, и сражаются очень эффективно. У Украины нет выбора. Именно поэтому мобилизация там столь успешна. Ясна цель, ясна мотивация, ясна цена поражения. Кому не была ясна, может набрать в Википедии «Резня в Буче». К украинцам пришло зло. От этого зла нужно защищаться и защищать свои семьи и дома любой ценой. В России для мобилизации есть одна единственная причина. Владимир Путин думал оказаться в кругу друзей на саммите ШОС. Надеялся, что коллеги-диктаторы подставят ему плечо. А коллеги-диктаторы, судя по всему, сказали ему весьма недвусмысленно. Полез к соседу непонятно зачем. Победить не смог? Армию просрал? Цены по всему миру из-за тебя взлетели? Да пока европейцы будут на 3 градуса отопитель подкручивать, у нас тут голодные бунты начнутся. Победил бы, да и черт бы с тобой. Но раз обосрался, сворачивай лавочку. Мелкому, недостойному, тщеславному и совершенно случайно попавшему на свое место человеку очень обидно ходить в обосранных штанах. Очень обидно, что все ребята со двора видели, как ему наваляли. Думаете, мы одни заметили эти просроченные паштеты, эти призывы собирать солдатам на трусы и носки, эту бегущую из Харьковской области армию и брошенную технику? Думаете, все эти факты, собранные в аккуратные аналитические записки, не ложатся на стол товарища Си? Товарищ Си, надо думать, на стол получает куда больше позорища, чем видно в паблике, потому что у Китая есть спецслужбы. Сотни тысяч человек сейчас поедут на фронт в один конец заради того только, чтобы показать, что Путин не конченый неудачник, что он кровавый маньяк, что он готов на все. Но вообще-то все видят другое. Путин погубит сколько угодно жизней, лишь бы не показать себя тем, кем является на самом деле – по уши коррумпированным, некомпетентным лузером, развалившим до основания собственную армию. Понимает ли Путин, что если его действующая армия оказалась настолько развалена, то инфраструктура для мобилизации, которая не использовалась 80 лет, представляет собой совершенно виртуальное явление и химически чистый документооборот? Что воинский учет военкоматы ведут левой ногой, что половина людей в списках резервистов давно померла, переехала или спилась, что оружие и боеприпасы на мобилизационных складах существуют только в описях и актах ревизий, что все давно сгнило, проржавело и разворовано. Понимает ли Путин, что кадровая армия убита на фронтах, что мобилизованных готовить неким, негде и не на чем? Знает ли он историю 3-го армейского корпуса, который до фронта, похоже, так и не добрался? Черт тебя пойми. Скорее всего, он верит, что не все еще потеряно, что у него есть реальные небумажные резервы, что есть еще похер в похеровницах, что система сейчас ему выдаст сотни тысяч реальных солдат. А система ему не скажет: «Дед, о чем ты вообще? Твоя армия лежит под изюмом, забудь!» Система будет собирать ему новую армию. Не обманывайтесь цифрами: 300 тысяч, миллион, 1 200 000. Сколько смогут, столько и загребут. Губернаторам, военкомам, силовикам важно выполнить свою задачу. Важно отчитаться о количестве голов. А что будет с этими людьми на фронте, это уже проблема кого-то другого. Система ждет от вас только одного: чтобы вы переступили порог военкомата. За это с них спросят. Что с вами будет дальше, в каком виде вы вернетесь, это никого не волнует. Они будут делать все. Врать, заискивать, успокаивать, показывать бодрые репортажи, где вчерашние слесаря на полигоне за обе щеки уплетают вкусную кашу и вот-вот вернутся домой. Они будут охотиться за вами в публичных местах, ходить по квартирам, звонить по телефону, писать в WhatsApp. И все это только для того, чтобы починить уязвленное тщеславие одного человека.
Цена этого тщеславия – десятки тысяч только убитыми, без всякого военного смысла, на чужой земле. Что в итоге? Не оказаться сейчас в военкомате – это не ваше право. Это ваш долг. Долг перед собой и своим будущим. Долг перед близкими. Вы не имеете права оставлять вдов и сирот просто так ни зачем. Это патриотический ваш долг, если вы патриот своей страны. Ваш долг – не ходить сейчас в военкомат. Каждый день войны приносит горе. И не только Украине, но и России. Утилизация живой силы продлевает войну. Вы не должны в этом участвовать. Вы не едете в спортивный лагерь. Никаких сборов нет и в помине. Солдаты нужны Путину сейчас, а не через полгода. Вся вертикаль жестко замотивирована отправить вас под украинские пулеметы первым же самолетом. За все многолетние приписки, за липовый воинский учет, за все воровство и некомпетентность российской военной бюрократии вы заплатите своей жизнью. Военком области, всю жизнь только и исключительно грабивший свое ведомство, сейчас не слетит с должности, потому что вместо 10 механиков-водителей, которые у него числились, из-за которых он получал зарплату, из-за которых он отчитывался, на фронт отправится 10 барменов, среди которых вы. Даже если вы не бармен, вы тоже отправитесь. Что с вами будет после того, как автобус покинет территорию военкомата, а на списках будут поставлены подписи? Это уже не его проблема. И вообще ничья проблема, кроме вас и ваших близких. Давно было сказано, что коррупция убивает. Это была тогда абстрактная фраза. Ее сложно было объяснить. Но вот прямо сейчас 20 лет коррупции пришли лично за вами. Убегайте. И помните, сколько существует русский интернет, столько в нем существует подробнейших инструкций и личных историй уклонения от призыва. Можете, уезжайте из страны. Совсем не можете. Гуглите, думайте, соображайте. Опыт десятков миллионов советских и российских мужчин вам в помощь. Никакое решение в вашей жизни не было важнее, чем это. До завтра.